Приветствую вас, друзья! Огромное вам спасибо за активность и поддержку. Вечером 4 июля в Тюмени прошел мощный ливень, сопровождавшийся градом и сильным ветром. За несколько часов выпало около трети месячной нормы осадков, что привело к затоплению более десятка улиц и районов с частными домами. Одним из наиболее пострадавших участков оказался перекресток улиц 50 лет Октября и Максима Горького, где образовался незапланированный водоем. В частном секторе особенно пострадал район улицы Гаспаровской у Профсоюзного моста. Очевидцы сообщали, что местные жители вывозили вещи на лодках из-за воды, достигавшей уровня по пояс. На одном из пешеходных переходов девушка провалилась в открытый канализационный люк, скрытый под мутной водой, оказавшиеся рядом прохожие помогли ей выбраться. Пробки в городе достигали 10 баллов, с перебоями ходил и общественный транспорт. Из-за непогоды произошли массовые отключения электричества, на 22 перекрестках в это время не работали светофоры. Ночью на борьбу со стихией были мобилизованы 192 единицы спецтехники, включая 48 единиц оборудования для откачки воды и мотопомп, а также привлечены 262 дорожных рабочих. Над устранением последствий коммунальные службы работали всю ночь и весь день 5 июля. Смотрите, как гаражи затопило у нас. Пошли он дальше, следующий прогул покажем. Гаражи в низине стоят. Вон уплыли полностью. Слушай, там же СТОшка открытая, у них также затопило, что ли? Вон, смотри, уровень гаражей, двери. «5 июля Тольятти оказался во власти сильного ливня, который привел к масштабным подтоплениям. За несколько часов выпало значительное количество осадков, сравнимое с третью месячной нормы, что стало основной причиной подтоплений, особенно в Автозаводском районе, который традиционно страдает от проблем с ливневой канализацией. Дороги превратились в водоемы, а некоторые автомобили буквально плыли по улицам. От стихии пострадали бульвар Курчатова, Московский проспект, улица Автостроителей, 70 лет Октября, Барковская и Офицеров. Из-за погодных условий некоторые улицы села Подстёпки остались без света. Коммунальные службы Тольятти оперативно приступили к ликвидации последствий, расчищались ливневки, велась откачка воды. Аварийные бригады восстанавливали электроснабжение. В аэропорту Пальма-де-Майорка на Балеарских островах в Испании произошел инцидент с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair. В ночь с 4 на 5 июля, около 0 часов 36 минут по местному времени, на борту Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair во время подготовки к взлету сработала сигнализация о возможном пожаре на борту, что заставило экипаж инициировать экстренную эвакуацию. Пассажиры покидали самолет через аварийные выходы, включая надувные трапы и выходы на крылья. В панике некоторые пассажиры спрыгивали с крыльев на асфальт, что привело к травмам. Пострадали 18 человек, получивших легкие травмы, такие как растяжение лодыжек, ушибы и ссадины. 6 из них были госпитализированы, остальные получили медицинскую помощь на месте. Позже Ryanair и государственная испанская компания по управлению аэропортами Аена уточнили, что пожара на борту не было. Сигнализация о возгорании сработала из-за ложного сигнала индикатора, возможно, связанного с неисправностью датчика или вспомогательной силовой установки. «4 июля Нижний Новгород оказался во власти мощного шквала,
который привел к значительным разрушениям в городе. Порыв ветра сорвал крышу кафе, расположенного на улице Удмуртской. Конструкция обрушилась на проезжую часть, задев сразу 8 автомобилей. По всему городу сильный ветер повалил десятки деревьев, которые перекрыли дороги, повредили линии связи и создали угрозу для инфраструктуры. Рухнуло также несколько опор ЛЭП, что привело к временным отключениям электроэнергии в некоторых районах. После шквала власти задействовали аварийные бригады для расчистки дорог от упавших деревьев и восстановления электроснабжения. Вон на улице Тихорецка дерево упало. И машину, похоже, прижало. Ночью ураган был. Испанская Каталония столкнулась с масштабными лесными пожарами, которые достигли пригородов Барселоны. Аномальная температура, превышающая плюс 46 градусов по Цельсию, и сильный ветер создали идеальные условия для быстрого распространения огня, что привело к эвакуации тысяч жителей и значительным разрушениям. Пожары начались в конце июня в нескольких районах Каталонии, включая провинцию Лерида и район Санауха. 2 июля огонь охватил более 5000 гектаров, а к 5 июля пожары добрались уже до пригородов Барселоны, в частности до города Матадепера, расположенного в 30 километров от столицы Каталонии. Из-за жары и сильного ветра пламя стремительно распространяется. В районе Тарефета выгорело около 1800 гектаров и еще около 40 гектаров в Санаухе. 4 июля около 12 часов по местному времени Чехия столкнулась с масштабным отключением электроэнергии. Отключение затронуло значительную часть Праги, а также Среднечешский, Устецкий, Либерецкий, Восточночешский и Кралово-Градецкий края. По данным чешского оператора энергосетей ЕПС, сбой произошел из-за неисправности в магистральной сети линии сверхвысокого напряжения, вызванной падением фазного провода на линии Ви-411 на западе страны. Авария привела к остановке движения поездов на ряде участков железной дороги, парализовала работу общественного транспорта и вызвала сбои в инфраструктуре. Пока в ряде регионов Турции бушуют сильнейшие пожары, а температура превышает норму, на северо-востоке страны в высокогорных районах провинций Байбурт, Ризе, Трабзон и Эрзурум прошел сильный снег. Основные очаги снегопада зафиксированы в национальном парке Качкар и на плато Авид. По данным турецких СМИ, снежный покров в некоторых районах достигал 10-20 сантиметров. На плато Авид снегопад был особенно интенсивным, что привело к временному закрытию туннеля Авид на трассе Эрзурум-Ризе. Выпадение снега сопровождалось резким падением температуры в высокогорьях. В горах Качкар температура опустилась ниже нуля, что способствовало формированию значительного снежного покрова. Грецию охватила волна мощных лесных пожаров, которые уже приблизились к пригородам Афин. Один из таких пожаров вспыхнул в районе Коропи, примерно в 10 километрах к юго-востоку от Афин, и стремительно распространяется, угрожая жилым районам. В Коропи и других пригородах Афин огонь уничтожил дома, автомобили и промышленные объекты. В районе Пентели под угрозой оказалась Национальная обсерватория Афин, где пламя повредило некоторые помещения. Также сообщалось о пожаре на деревообрабатывающем заводе, где хранились опасные материалы, и о взрывах газовых баллонов в Пентеле. За последние дни пожары затронули несколько районов Аттики, включая гору Пентели, Дионисос, Неомакри и Грамматика. Огонь распространился и на юг от Варнавы, достигнув пригородов столицы. Высота пламени местами достигает 25 метров, что осложняет тушение. Сильный ветер и экстремальная температура способствуют быстрому распространению огня. Засуха, продолжающаяся в регионе, сделала леса и растительность легковоспламеняемыми. Греческие власти объявили о срочной эвакуации жителей Коропи и близлежащих районов. Службы гражданской обороны направили экстренные сообщения, призывая население покинуть зону риска. В тушении пожаров участвуют более 500 пожарных, 17 самолетов и 15 вертолетов, а также добровольцы.
Греческие власти обратились за поддержкой к другим странам. В тушении участвуют команды из Франции, Италии и Марокко. Пожарные отмечают, что огонь распространяется быстрее, чем удается его локализовать из-за ветра и сложного рельефа. Июля муниципалитет Педраса, расположенный в штате Баринас в Венесуэле, пострадал от сильного наводнения. Обильные дожди привели к переполнению местных рек, таких как река Пагей и ее притоки, и выходу их из берегов. Наводнение затронуло низменные районы Педрасы, включая сельские общины и сельскохозяйственные территории. Наводнения привели к затоплению сотен домов, разрушению дорог и потере урожая. Наводнение вызвало перекрытие местных дорог, включая трассы, соединяющие Педрасу с другими городами штата, такими как Баринас и Санта-Барбара. Потоками воды были снесены несколько мостов. Власти объявили чрезвычайную ситуацию, спасатели проводят эвакуацию жителей из затопленных районов, ведется восстановление инфраструктуры. Утром 4 июля холодный фронт накрыл северо-запад Китая, затронув провинции Ганьсу и Цинхай, особенно их горные районы, включая хребты Цилиньшань и Тангула. Фронт принес с собой обильные дожди и снегопады. В горных районах на стыке Ганьсу и Цинхая глубина снежного покрова составила более 10 сантиметров. Это аномальное явление для июля, в этих регионах летние месяцы обычно характеризуются более мягкой погодой. Снегопад привел к закрытию дорог в горных районах, включая трассы, проходящие через хребет Цилиньшань и прилегающие территории Цинхай-Тибетского Нагорья. Основные магистрали, такие как участки шоссе Линьюнган-Харгос, были временно перекрыты. Закрытие дорог привело к временной изоляции высокогорных поселений. Дананг, крупный туристический и экономический центр центрального Вьетнама, расположенный на побережье Южно-Китайского моря, 5 июля столкнулся с наводнением, вызванным сильными дождями, сопровождавшимися сильной грозой. Ливневая канализация не справилась с уровнем осадков, что привело к локальным подтоплениям, особенно в низинных и густонаселенных районах города. Преимущественно пострадали улицы вокруг озера Хамнги, район больницы Дананга и аллеи вдоль улицы Чунг-Нувуонг. Затоплены оказались десятки жилых и коммерческих зданий, местами уровень воды достигал от 50 до 80 сантиметров. Дананг регулярно страдает от наводнений, особенно в сезон дождей. Быстрая урбанизация и недостаточная ливневая система увеличивают риск наводнений. При этом строительство в низинах и на пойменных территориях усугубляют проблему, превращая безопасные зоны в зоны риска. Мощный оползень заблокировал ключевую дорогу Трансверсаль-дель-Карари, соединяющую муниципалитеты Ландазури и Барбоса в департаменте Сантандер в Колумбии. Крупные каменные блоки и массы грунта обрушились на дорогу, полностью перекрыв движение. Для восстановления движения потребовался контролируемый подрыв каменных блоков, чтобы освободить хотя бы одну полосу. Эта дорога проходит через горную местность Восточной Кордильеры, что делает ее уязвимой для оползней, особенно в сезон дождей. Нестабильные склоны Восточной Кордильеры, эрозия почвы и отсутствие укрепительных сооружений усугубляют ситуацию. Провинция Латакия на северо-западе Сирии столкнулась с масштабными лесными пожарами, которые стремительно распространяются из-за сильного ветра и высокой температуры. Огонь нанес серьезный ущерб лесам, сельскохозяйственным угодьям и фруктовым садам. Пожары вспыхнули в начале июля в северной части Латакии, затронув лесные массивы Джабаль-Туркман, а также районы Аль-Рихания, Аль-Касаб и Аль-Сукари. К 6 июля огонь уже охватил обширные территории, подпитываемые экстремальными погодными условиями. Температура в регионе превышает плюс 30 градусов по Цельсию, а порывы ветра, достигающие 85 км в час, ускоряют распространение пламени. Многолетняя засуха, продолжающаяся в Сирии, сделала растительность легко воспламеняемой. Кроме того,
Тушение осложняется удаленностью источников воды и сложным горным рельефом, что затрудняет доставку ресурсов к очагам возгорания. Пожары уничтожили значительные площади лесов в Джабаль-Туркман. Огонь также повредил сельскохозяйственные угодья и фруктовые сады, которые являются ключевым источником дохода для местных жителей. Сирийские силы гражданской обороны работают в усиленном режиме, координируя действия с другими ведомствами. Турция направила 2 самолета и 11 единиц техники для поддержки тушения, а сирийский Красный полумесяц обеспечивает водой пожарные команды и оказывает первую помощь.